Всем огромный привет, дорогие мои друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Любовь, мой канал посвящен вязанию и все, что с ним связано. Если вы впервые на моем канале, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. В этом видео я вам предлагаю связать вот такую вот замечательную шаль крючком. Узор шали достаточно простой, легко запоминается и быстро вяжется. Если вам понравилась шаль и вы захотите связать ее вместе со мной, тогда добро пожаловать на мой мастер-класс, и мы начинаем. Шаль я буду вязать из пряжи Alize Angora Gold Ombre Batik. В 150 граммах у нас 825 метров. В составе пряжи 80% акрила и 20% шерсти. Рекомендуемый крючок от 2 до 4 мм. Я буду вязать шаль крючком номер 3. Номер цвета данной пряжи 7244. Angora Gold Ombre Batik – это пряжа с очень плавным переходом от темного цвета к светлому. Шаль можно начать вязать из центра клубка, тогда у вас нижняя часть шали будет светлым, а ближе к лицу уже будет темным тоном. Так как я хочу, чтобы ближе к лицу был светлый тон, я начну вязать от начала клубка. Итак, делаем первую рабочую петельку на крючок удобным для вас способом и набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вставляем крючок в первую петлю и провязываем соединительный столбик. Далее мы будем вязать пышный столбик. Вытягиваем рабочую ниточку, стараемся петли вытягивать на одинаковую высоту, чтобы у нас столбики были все ровненькие, красивенькие. Пышные столбики мы будем вязать с 3 накидами. Первую петельку вытащили, потом, когда мы вытянем необходимое нам количество петель, вот эта первая петля, которая сейчас у нас на крючке, мы ее не провязываем, она должна остаться у нас на крючке. Итак, пышный столбик с 3 накидами. Делаем первый накид, вставляем крючок в центр получившегося круга, захватываем рабочую нить, вытягиваем. Опять второй накид, опять в центр круга, вытягиваем. И еще раз третий накид, в центр круга, вытягиваем. Теперь захватываем рабочую нить и протягиваем через все вот эти вытянутые петли, кроме вот этой вот последней петельки на крючке. Вот таким образом. То есть у вас на крючке должно остаться 2 петли. И теперь уже провязываем через эти 2 петли вместе. У нас получился вот такой вот пышный столбик. Далее мы провязываем 2 воздушные петли. И сюда в этот же круг провязываем еще один пышный столбик, также с 3 накидами. Первый накид сделали, второй и третий. Провязываем через все вот эти вытянутые петли, кроме вот этой вот петли. То есть у вас на крючке должно оставаться 2 петли. И теперь через эти 2 петли уже провязываем. Итак, вот мы провязали 2 пышных столбика, между ними 2 воздушные петли. Дальше провязываем 5 воздушных петель, 3, 4, 5. И теперь провязываем то же самое. Пышный столбик, 2 воздушные петли и пышный столбик. Второй накид вытянули, третий накид вытянули. Провязываем, чтобы осталось 2 петли на крючке, и затем через 2 воздушные петли и еще один пышный столбик. 2 и 3. 2 петли на крючке, провязываем через 2 петли. И мы провязали с вами первый ряд. Далее мы вязание развернули, и теперь нам нужно перейти вот сюда вот
в эту арочку соединительным столбиком, то есть между первым и вторым пышным столбиком мы провязываем соединительный столбик. Вставляем крючок в арочку и провязываем соединительный столбик. И уже именно отсюда мы будем вязать дальше. Итак, пышный столбик, 2 воздушные петли и пышный столбик мы будем вязать в начале и в конце каждого ряда. Итак, вытягиваем 1 накид, 2 накид, 3 накид. Провязываем все петли, кроме последней, и закрепляем. Пышный столбик, 2 воздушные петли и сюда же, в эту же арочку, еще раз пышный столбик. Далее вяжем 3 воздушные петли. Теперь вот сюда, в эту арочку из 5 воздушных петель, нам нужно провязать следующий элемент. Столбик с одним накидом, 5 воздушных петель. И сюда же, в эту же арочку, столбик с одним накидом. Дальше у нас 3 воздушные петли. И сюда, вот в эту арочку между пышными столбиками, мы вывязываем пышный столбик, 2 воздушные петли и пышный столбик. Теперь еще такой момент. После вот этого элемента пышных столбиков мы всегда будем вязать 3 воздушные петли. И здесь перед пышными столбиками мы всегда тоже вяжем 3 воздушные петли. Арочку мы будем создавать из столбика с одним накидом, 5 воздушных петель, столбик с одним накидом. Это у нас будет основание для листика. Итак, провязываем следующий ряд. Опять переходим вот сюда вот между столбиками соединительным столбиком и вывязываем пышный столбик, 2 воздушные петли и пышный столбик. После этого элемента всегда мы вяжем 3 воздушные петли. И далее переходим вот сюда, вот в эту арочку. Так как я уже сказала, что это у нас будет основание для листика, в эту арочку мы должны провязать 12 столбиков с одним накидом. Итак, мы провязали 12 столбиков с одним накидом. Далее мы заканчиваем вязать этот ряд. В конце ряда у нас 3 воздушные петли. И сюда между столбиками мы вывязываем пышный столбик, 2 воздушные петли, пышный столбик. Далее мы начинаем вязать следующий ряд. Переходим под арку соединительным столбиком. И в этом ряду мы будем делать расширение, то есть у нас будут появляться новые листики. Поэтому сейчас мы провяжем 3 пышные столбика и между ними 2 воздушные петли. Итак, вывязываем первый столбик. Две воздушные петли. Сюда же в арочку второй пышный столбик. Две воздушные петли и сюда же в эту же арочку третий пышный столбик. То есть вот таким образом у нас должно получиться. Дальше у нас 3 воздушные петли. И теперь этот листик у нас начнет постепенно сужаться. Мы с каждым рядом будем вязать на 2 столбика с одним накидом меньше. Итак, в прошлом ряду мы провязали 12 столбиков с одним накидом. В этом ряду мы должны провязать 10 столбиков с одним накидом. Первую петлю над столбиком предыдущего ряда мы пропускаем, вяжем над вторым столбиком. Столбик с одним накидом. И провязываем над каждым столбиком по одному столбику с одним накидом. Мы должны провязать 10 столбиков с одним накидом. То есть первый столбик и последний столбик в предыдущем ряду мы не провязываем.
Итак, вот провязали 10 столбиков с одним накидом. Далее у нас 3 воздушные петли. И в конце ряда мы вяжем то же самое, как и в начале. 3 пышных столбика и между ними 2 воздушные петли. Второй пышный столбик. Две воздушные петли и еще один пышный столбик. Развернули вязание, и теперь здесь мы будем вязать новый листик. Вот в эту крайнюю арочку мы провязываем соединительный столбик, переходим и провязываем все то же самое. Пышный столбик, 2 воздушные петли, пышный столбик. Далее мы вяжем 3 воздушные петли. И теперь вот у нас следующая арочка между вторым и третьим пышным столбиком предыдущего ряда. Сюда провязываем то же самое. Пышный столбик, 2 воздушные петли и сюда же пышный столбик. То есть вот мы готовим основание для нового листика. Здесь у нас начнется новый листик. А этот листик у нас постепенно уменьшается. Провязываем 3 воздушные петли. И теперь в прошлом ряду мы вязали 10 столбиков с одним накидом. В этом ряду нам нужно провязать 8. То есть первый и последний столбик мы опять не провязываем. Вставляем крючок во второй столбик и провязываем 8 столбиков с одним накидом. Итак, провязали 8 столбиков с одним накидом. В конце ряда у нас ничего не меняется. 3 воздушные петли. Сначала вот в эту первую арочку между первым и вторым столбиком мы провяжем пышный столбик, 2 воздушные петли и пышный столбик. Далее провяжем 3 воздушные петли. И сюда во вторую арочку между вторым и третьим столбиком опять провязываем пышный столбик, 2 воздушные петли, пышный столбик. Далее вязание развернули, опять переходим соединительным столбиком под арочку и начинаем вывязывать пышный столбик, 2 воздушные петли, пышный столбик в крайнюю арку. Далее мы вяжем под арку из 3 воздушных петель предыдущего ряда основание для нового листика. Для этого мы провязываем 3 воздушные петли. И вот сюда вот в арку вяжем столбик с одним накидом, 5 воздушных петель и сюда же столбик с одним накидом. И опять 3 воздушные петли. И здесь провязываем уже знакомый нам элемент, пышный столбик, 2 воздушные петли, пышный столбик. То есть мы уже начинаем повторять те ряды, которые мы с вами провязали. Вот у нас было основание для листика, то есть в следующем ряду сюда в эту арку мы уже будем вывязывать новый листик из 12 столбиков с одним накидом. Далее этот листик мы продолжаем уменьшать. 3 воздушные петли. И теперь здесь мы должны провязать 6 столбиков с одним накидом. Первый и последний столбик мы не провязываем. И в конце ряда мы все повторяем. Провязываем 3 воздушные петли. Сюда вот в первую арку сначала провяжем элемент 2 пышных столбика, между ними 2 воздушные петли. Дальше между этими элементами вот сюда вот в арочку мы должны провязать основание для нового листика. Это у нас будет столбик с одним накидом.
5 воздушных петель и столбик с одним накидом. Далее опять 3 воздушные петли и в конце провязываем уже знакомый нам элемент. Далее мы начали вязать уже следующий ряд. Здесь у нас ничего не меняется. Мы с вами повторяем все то же самое, что мы вязали вот здесь вот в самом начале. Это у нас третий ряд. То есть в начале ряда пышный столбик, 2 воздушные петли, пышный столбик, 3 воздушные петли. В арочку из 5 воздушных петель предыдущего ряда мы провязываем 12 столбиков с одним накидом. Далее у нас 3 воздушные петли. И здесь над пышными столбиками мы провязываем пышный столбик, 2 воздушные петли, пышный столбик. Здесь мы с вами продолжаем уменьшать наш листик. Провязываем 3 воздушные петли. И теперь в предыдущем ряду у нас было 6 столбиков с одним накидом. Сейчас нам нужно провязать 4 столбика с одним накидом. Далее 3 воздушные петли. Здесь у нас ничего не меняется. Провязываем пышный столбик, 2 воздушные петли, пышный столбик. Далее 3 воздушные петли. В основании вот в эту арочку мы провязываем начало нового листика. Это у нас 12 столбиков с одним накидом. Провязали 12 столбиков, дальше 3 воздушные петли и в конце ряда провязываем уже знакомый нам элемент. Далее мы продолжаем вязать следующий ряд. Здесь у нас по краям формируются новые листочки. В этом ряду мы начнем наш листик уменьшать. Мы должны провязать 10 столбиков с одним накидом. В этом ряду, когда мы будем вязать 10 столбиков с накидом, в начале и в конце ряда мы должны провязать 3 пышных столбика. То есть это у нас будет основа для нового листика. Итак, переходим соединительным столбиком под арку и провязываем 3 пышных столбика. Между ними 2 воздушные петли. Так, первый пышный столбик, 2 воздушные петли, второй пышный столбик, 2 воздушные петли и сюда в эту же арочку третий пышный столбик. Далее после пышных столбиков мы провязываем 3 воздушные петли и начинаем уменьшать наш листик. Провязываем 10 столбиков с одним накидом. Первый и последний столбик мы не провязываем. Дальше мы вяжем опять 3 воздушные петли. Переходим в эту арочку и провязываем 2 пышных столбика. Между ними 2 воздушные петли. Далее мы вяжем 3 воздушные петли. Здесь у нас уже совсем листик заканчивается. Провязываем последние 2 столбика с одним накидом. Первый и последний столбик мы не провязываем. Далее 3 воздушные петли. И далее мы все повторяем. Сначала в арочку провяжем 2 пышных столбика, между ними 2 воздушные петли. Здесь мы начинаем уменьшать листик, провязываем 10 столбиков с одним накидом.
Далее 3 воздушные петли. И в конце ряда мы провязываем вот в эту арочку 3 пышных столбика. Между ними по 2 воздушные петли. Далее мы начали вязать следующий ряд. Опять точно так же переходим в арочку соединительным столбиком. И в первую арку мы вывязываем пышный столбик, 2 воздушные петли, пышный столбик. Между этими элементами у нас 3 воздушные петли. И далее во вторую арочку предыдущего ряда мы опять провязываем пышный столбик, 2 воздушные петли, пышный столбик. То есть здесь мы формируем начало нового листика. В следующем ряду мы здесь провяжем столбик с одним накидом, 5 воздушных петель, столбик с одним накидом. Это у нас будет основание для нового листика. Дальше у нас ничего не меняется. 3 воздушные петли. Этот листик мы опять уменьшаем. Далее опять 3 воздушные петли. И в арочку над пышными столбиками вяжем пышный столбик, 2 воздушные петли, пышный столбик. И далее здесь у нас уже листик закончился. Мы его полностью вывязали. И теперь мы здесь просто провязываем 3 воздушные петли. 3 воздушные петли мы провязали. И дальше переходим сразу же вот в эту арку с пышными столбиками. И сюда вяжем пышный столбик, 2 воздушные петли и пышный столбик. Далее у нас 3 воздушные петли. Вывязываем листочек, провязываем 8 столбиков с одним накидом. 3 воздушные петли. И здесь повторяем. В первую арку мы провяжем пышный столбик, 2 воздушные петли, пышный столбик. Между этих двух элементов у нас 3 воздушные петли. И в последнюю арку опять вяжем пышный столбик, 2 воздушные петли, пышный столбик. Итак, вот мы вывязали полностью весь листик. Далее ряды у нас повторяются. Сейчас мы опять переходим в первую арочку соединительным столбиком. Провязываем вот этот знакомый уже нам элемент. Дальше после 2 пышных столбиков мы всегда будем вязать 3 воздушные петли. И далее теперь вот в эту арку мы формируем основание для нового листика. Для этого мы должны провязать столбик с одним накидом, 5 воздушных петель и сюда же столбик с одним накидом. Далее опять 3 воздушные петли. И продолжаем. Здесь у нас пышный столбик, 2 воздушные петли, пышный столбик. Далее 3 воздушные петли. Этот листик мы продолжаем уменьшать. Теперь в этом ряду у нас должно получиться 6 столбиков с одним накидом. Далее после 6 столбиков у нас 3 воздушные петли. И в арочку над пышными столбиками мы все время вяжем пышный столбик, 2 воздушные петли, пышный столбик. И опять 3 воздушные петли. Далее, там, где у нас закончился листик, над этим листиком у нас есть 3 воздушные петли. Сюда в арочку мы вывязываем основание для нового листика. Это у нас столбик с одним накидом, 5 воздушных петель и сюда же под эту же арочку столбик с одним накидом. И сразу 3 воздушные петли. И опять 2 пышных столбика, между ними 2 воздушные петли. Дальше 3 воздушные петли. Листик продолжаем уменьшать. Здесь у нас 6 столбиков с одним накидом. Три воздушные петли. Дальше в первую арку мы сначала провяжем пышный столбик, 2 воздушные петли, пышный столбик.
Дальше 3 воздушные петли. И вот сюда, вот в эту арочку мы формируем основание для нового листика. Столбик с одним накидом, 5 воздушных петель и сюда же столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. И в конце ряда у нас пышный столбик, 2 воздушные петли, пышный столбик. И далее мы все начинаем повторять с третьего ряда. Здесь у нас по краю идут всегда пышный столбик, 2 воздушные петли, пышный столбик. 3 пышных столбика мы вяжем тогда, когда у нас листик состоит из 10 столбиков с одним накидом. То есть вот здесь вот в ряду у нас 12 столбиков с одним накидом. В следующем ряду мы будем вывязывать 10 столбиков с одним накидом. Вот когда у нас будет 10 столбиков с одним накидом, в этом ряду в начале и в конце ряда мы вывязываем 3 пышных столбика и между ними по 2 воздушные петли. У нас здесь идет расширение. Потом в следующем ряду в эту арочку 2 пышных столбика и во вторую арочку 2 пышных столбика. И между ними 3 воздушные петли. Это мы делаем основание для нового листика. Дальше, теперь вот в эту арочку мы начинаем вывязывать новый листик. Сюда мы будем вязать 10 столбиков с одним накидом. Здесь ничего не меняется. Мы все время вяжем по 3 воздушные петли между элементами. Здесь у нас постепенно листик уменьшается. Дальше в следующем ряду у нас будет 4 столбика с одним накидом. И потом будет 2 столбика с накидом. Когда провяжете 2 столбика с одним накидом, все, листик у нас закончился. Над листиком мы провязываем просто 3 воздушные петли. Это у нас опять будет основание для нового листика. Для основания мы провязываем столбик с одним накидом, 5 воздушных петель, столбик с одним накидом. И дальше мы продолжаем вязать все то же самое. Один листик у нас заканчивается, начинается новый. Следующий листик заканчивается, начинается новый. Повторяем вязать таким образом, пока не свяжем всю шаль. В итоге с одного мотка пряжи Angora Gold Ombre Batik у меня получилось связать вот такую вот шаль. Я надеюсь, что вам было все понятно. Если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы, обязательно напишите мне об этом в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайки, пишите комментарии. А также не забудьте поделиться этим видео с друзьями в любой из ваших социальных сетей. Вяжите с удовольствием. Всем удачи и до новых встреч! Thank you.